Привет! Сегодня я расскажу тебе о законе сохранения массы веществ, но для начала познакомимся с такими личностями, как Бойль, Ломоносов и Лавуазье. Британский физик, химик и богослов Роберт Бойль. Мои теоретические и экспериментальные работы оказали решающее влияние на развитие химии. Я наглядно показал, что химики должны решать принципиальные проблемы своей науки на основании экспериментальных данных, положив своими работами начало становления химии как науки. Михаил Васильевич Ломоносов. Мои труды и открытия в области естественных наук очень велики и значительны. Я первый русский ученый-естествоиспытатель мирового уровня. Сделал открытие в сфере науки, посвященной минералам, определив, что янтарь – окаменевшая смола. Также, что каменный уголь образуется из разложения растительных остатков. Антуан Лоран Лавуазье. Я французский естествоиспытатель, один из основателей современной химии. Значительную часть больших доходов я тратил на научные опыты. Для своих исследований я не жалел средств. Например, опыт над составом воды стоил мне 50 тысяч ливров. Я добивался самой тщательной постановки опытов и стремился к устройству наиболее точных и совершенных приборов. Итак, перейдем к закону сохранения массы вещества. Закон сохранения массы исторически понимался как одна из формулировок закона сохранения материи. Одним из первых его сформулировал древнегреческий философ Эмпидокл. Он предположил, что ничто не может произойти из ничего, и никак не может то, что есть, уничтожиться. Но в 1673 году опыт Роберта Бойля поставил закон сохранения массы под сомнение. У него при химической реакции с нагреванием вес вещества увеличился. Бойль из этого сделал вывод, что носитель теплоты флогистон имеет вес. Однако сразу после публикации Бойля французский химик Рубен де Орлеан в 1679 году указал на ошибку Бойля. Он утверждал, что увеличение веса происходило за счет воздуха, а в запаянном сосуде все сохранялось неизменным. Позже, более точно закон сохранения массы был описан в 1748 году и экспериментально доказан независимо друг от друга двумя великими учеными. Ломоносов в 1756 году определил, что если сосуд с металлом взвесить до и после нагревания, не вскрывая его, то масса останется неизменной. К тому же выводу пришел и Лавуазье, но лишь в 1789, так как в то время связь не была развита достаточно хорошо, каждый из ученых считал, что он первооткрыватель. Итак, закон гласит, что масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе веществ, образовавшихся в результате реакции. Но что же такое химическая реакция? Химическая реакция – это процесс, при котором в молекулах рвутся старые связи, отдельные атомы перемешиваются и связываются в новые комбинации. Рассмотрим такую реакцию. К молекуле водорода добавим молекулу хлора. В ходе этой реакции мы получаем молекулу H-хлор. Рассмотрим количество атомов с левой стороны и с правой. Слева 2 атома водорода, 2 атома хлора, в итоге слева получаем 4 атома. А справа только 1 атом хлора и 1 атом водорода. Так что справа только 2 атома. Что же делать в такой ситуации? С этой проблемой нам помогут разобраться коэффициенты. Они помогут уравнять количество атомов в реакции. В нашем случае, чтобы реакция была правильной, нам нужно уравнять количество атомов. Для этого перед молекулой H-хлор поставим двойку. И только теперь у нас правильно записанная формула H2 плюс хлор-2 равно 2H-хлор. Мы получаем, что с левой и с правой стороны реакции количество атомов равно 4, и это значит, что по закону сохранения масс вещества реакция записана правильно. Теперь, с учетом закона сохранения массы, мы можем сформулировать правила составления химического уравнения. Число атомов каждого элемента в левой части уравнения должно быть равно числу атомов каждого элемента в правой части уравнения. Для достижения этого нужно подобрать и поставить перед формулами соответствующие коэффициенты.